Чем могут быть опасны отходы обыкновенного металлургического производства? Шлак давно используется в строительстве, для засыпки домов, засыпки фундаментов, свай. Некоторые образцы не уступают по своей красоте и переливам лабрадору, изумрудам, бериллу. Поэтому некоторые даже собирают целые коллекции шлака. Несколько лет назад, проходя по этим местам, мой дозиметр Radex 1706, тогда у меня был, сильно запищал. Я удивился, потому что сам не предполагал об опасности, которая меня подстерегает. Я нашел повышенный уровень радиации, несколько очагов. Уровень был порядка 0,3 микрозивертов в час. Это довольно-таки высокий, я считаю, уровень для данной местности с естественным фоном 10,9 микрозивертов в час. Я начал искать и нашел несколько очагов. Сегодня я хочу проверить их другим своим дозиметром Radex 1008, посмотреть, какой тип излучения преобладает здесь, гамма или бета излучение, и попытаться найти образцы, которые потом отправлю на спектрометрический анализ Сергею Белкину с канала группа радиационного контроля Мизгирь. Всем привет, друзья, единомышленники и подписчики канала «Перекресток семи дорог» от Странник. С вами вновь Сергей Белкин, сталкер и дозиметрист. А также всем моим подписчикам, кто будет смотреть меня на этом канале. И мы тогда сможем конкретно узнать, какие изотопы присутствуют здесь, создают фон. Сейчас мы пройдемся, я покажу вам основные точки, где повышенный у нас фон. Измеряем с открытой крышкой датчика бета. Вот видите, это естественный фон 11 сотых микрозиверта в час. Опа, видите, обнулился стакан, и у нас сразу стало 30 сотых микрозиверта. Вот эта точка. Сейчас прибор будет усреднять показания. Вот у нас это крайняя точка. Здесь показания скачут от 23 до 24 сотых микрозиверта в час. Все, идем на следующую точку, смотрим. Вот видите, пошел сразу отсчет на увеличение. Измерения проводим мы на высоте метра, как и положено. Надо вот поискать здесь. Немножко вот по-другому встаешь уже, видимо, очень такой точечный источник. Надо понимать, что поток частиц тоже имеет свойство периодичности и не постоянно находит. Так, идем к следующему. Здесь вот, кстати, раньше был старый мост, вот именно для этого, для отсыпки, подсыпки железной дороги и использовался шлак Пашийского металлургического завода. Жаль, что неизвестно время выплавки его. Было бы еще интереснее и информативнее. Смотрим, вот здесь как раз еще появляется одно место. Вот у нас 24 сотых, 25. Вот пошел набор высоты, как говорится. Так. Пойдем искать дальше. О, 28, смотрите. Вообще пошел набор высоты. Смотрите, вот она. 32 сотые. 32 сотые микрозиверта в час.
Вот она, самая такая точка с большими показаниями. Здесь и будем производить дальнейшие измерения. Сейчас переключим в режим измерения и посмотрим, какой тип радиации здесь присутствует. Сразу что-то прибор засигналил по гамме. Гамма 26 сотых микрозивертов в час сразу показал. Ждем. Так, добавилась бета. 6 распадов в минуту. Бета плюс альфа, надо правильнее сказать, потому что у нас нет отсечки по альфе. Может, потом мы ее сделаем. Ну вот мы практически вычислили, где у нас находится самая такая точка с высокими показаниями. И смотрите, они скачут от 25 сотых до 23 сотых, вернее от 23 до 25 сотых микрозивертов в час. Вот. В режиме измерения у нас только гамма видно есть, бета у нас отсутствует полностью, причем. Хотя изначально вроде показалось, что бета, но видимо нет. Бета отсутствует. Сейчас еще попробуем вычислить именно точку, то есть перейдем снова в режим поиска и уже близко к поверхности Земли будем искать наиболее оптимальную точку, где нам искать источник. Вот так вот. Уже близко. Будем локализовать объект, так скажем. Проводить локализацию объекта. Вот так примерно удалось локализовать участочек. Сейчас снова перейдем в режим измерения и посмотрим, не изменилось ли у нас качество излучения. Смотрите, здесь уже бета появляется. Но первый раз у нас тоже появилась бета. Сейчас посмотрим, как дальше пойдет. Сигналит гамма, бета падает. Ну вот так, нет, смотрите, бета опять появляется. То есть слабая бета идет. Все-таки я так считаю. Бета плюс альфа, может быть даже это альфа. Очень, потому что близко, на высоте она не чувствуется, а при опускании прибора практически на грунт появляется. Так что гамма и бета плюс альфа условно. Интересно, откуда же в этом шлаке появились радиоактивные изотопы?
Так, вот получается у нас этот камень как раз и является источником нашего излучения. Смотрите, как набираются показатели, идут в рост. Все, сейчас мы его раздолбим на кусочки, так, чтобы можно было транспортировать. Смотрите, если здесь он стеклянный, да, с такой с одной стороны, а здесь темный, и ломается значительно хуже. Это практически, наверное, железо. Смотрите, что стало с молотком. Мало того, здесь ручка еще пошла. Да. Сейчас еще раз замерим фон среди кусочков и посмотрим, какая же часть все-таки фонит больше. Так, 24 сотых здесь показывает. 25. 27. 27, 25. То есть получается, что шлак вот такой стекловидный фонит больше. Хотя это может быть эпизодически. Поэтому возьмем и этого материала, и более плотного. Материал взят. Ждем мнения эксперта, результатов спектрометрии. Напоминаю, что это у нас окрестности поселка Пашия, Горнозаводский район, вот на берегу реки Визжай. Сыпуха шлаком полотна железной, старой железной дороги. В свое время ходил такой слух, что на завод привозили радиоактивные отходы после Чернобыля для утилизации. Я в это мало верю. Ну и дорога эта была отсыпана значительно раньше. Так откуда же тогда радиация? Итак, друзья, приступаем к спектральному анализу образцов шлака из Пермского края рядом с поселком Пашия. Вот смотрите, так выглядит оригинальный спектр тория-232. Вам известно, что торий-232 – это альфа-излучатель, а торий мы находим по его же дочерним продуктам распада, таким как свинец-212, актиний-228, талий-208 и так далее. Вот оригинальный график, либо спектр тория-232. Дальше, переходим сюда. В верхней части желтым цветом обозначен наш набранный оригинальный спектр тория-232, а ниже синим графиком обозначен спектр от образцов, которые мне прислал Андрей с канала «Перекресток семи дорог» от Странник. То есть это спектр шлака недалеко от железнодорожного моста. Ну и давайте посмотрим, что у нас здесь по торию есть. Значит, ищем вот эти вот основные рога тория. Первый пик должен быть от свинца 212 на энергии 238 кэф. Примерно ставим на 238 кэф, это вот здесь. Совпадение есть? Есть. То есть торий то же самое. У нас в образце присутствует. Дальше следующий характерный пик от тория 232 это от актиния 228 на энергии 338 кэф. Здесь тоже
в принципе, есть совпадение. Талий-208 на энергии 583 КЭФ. 583 килоэлектрон-вольт – это у нас вот здесь. Есть такое дело? Есть. Совпадает. Эта дочка тория присутствует. Дальше у нас идет талий-208 на энергии 911 КЭФ. И актиний-228 на энергии 968 КЭФ. Это примерно вот здесь. То есть такой получается пирожок из двух радионуклидов. На синем графике он тоже просматривается. То есть он есть. Ну и возьмем посмотреть пик на 2614 КЭФ от талия-208. Он хорошо различим. Как в верхнем, так и в нижнем. То есть 100% торий-232 в пробе есть. Дальше. Что есть интересного у образцов из Пашии? Смотрите, какой горб есть. На 1462 КЭФ. Это горб от калия-40. В ториевом медальоне, несмотря на то, что он много активнее, нежели пашийские образцы, такого пика особо нет. А у образца из Пашии он сразу вылез. Калий-40 достаточно много его присутствует тоже в образцах, в шлаке. Ну и давайте посмотрим, что в образце есть по урану-238. Потому что уран-238 это, можно сказать, постоянный спутник тория-232. Если где-то добывалась порода и шла на переработку. Ну, кому-то нужен был торий с ураном, его оставляли. Зачастую, если это металлургия, то от урана и тория и прочих радионуклидов старались избавляться. Если это шлак, то его старались куда-нибудь захоранивать, либо подальше увозить от жилых населенных пунктов. Как и в нашем случае, собственно. Уран-238 мы будем искать по дочерним продуктам распада радия-226. Ну и вот смотрите, прям четкий пик есть. Он небольшой, но он хорошо различимый. На энергии 186 это как раз таки от радия-226. Дальше давайте посмотрим на энергии 239 КЭФ. Это примерно 239 КЭФ. Вот здесь. И тоже можно видеть. Там, конечно, 238 и 239 от тория и урана, они совпадают пики. Можно сказать, это один пик, но немножечко различается. Даже здесь видно, что вот этот вот пик на 239 КЭФ, он немного, но вправо уходит. Чуть-чуть вправо уходит. Отклоняется от тория. То есть это тоже пик радия-226. Дальше можно посмотреть на энергии 295 КЭФ. Это примерно вот здесь. И тоже пик просматривается довольно-таки ощутимый. Вот он прям вот здесь. Вот он. Внизу на синем графике смотрим. Пашийский образец. Он есть. Дальше. 352 КЭФ. Но здесь он тоже сливается. Но есть. Немного вправо он уходит. Дальше 609 КЭФ, но это вообще прям стопроцентный вариант, что радий здесь есть. Это примерно 609 КЭФ вот тут. Тоже можно посмотреть, что пик, вот, который совпадает именно с талием-208, он здесь есть, и он прям один в один. Но горб уходит вправо на 609 КЭФ. Он такой широкий, более широкий, чем у оригинального тория. Вот прям четко, вот маленькая нить красная. По ней можно видеть, что пик уходит вправо. Ну, то есть 100% уран-238, ну и возможно какая-то часть 235 в образцах есть. То есть мы научно подтвердили, используя спектрометр атом спектра Nano 1 Pro, что в образце присутствует 3 радионуклида. Причем все 3 природные. Это торий-232 с его дочерними продуктами распада, потому что у него очень большой ряд. Далее калий-40. Он представлен всего лишь одним пиком. Ну и он как бы распадается в стабильный изотоп. И уран-238. 3 радионуклида, которые присутствуют в шлаке. Их вывезли подальше от места переработки, и они там лежат и повышают немножечко радиационный фон.
Огромное спасибо Сергею за проведенные исследования, за то, что предоставил нам такой уникальный материал для нашего канала. Кстати, ссылочка на его канал будет в описании к видео и в конечных заставочках. Пожалуйста, заходите. Очень много интересной, полезной информации про радиацию. Вот. Ну и что я считаю самым главным? Мы выяснили, что никакого здесь, в нашем случае, радиоактивного привноса техногенного нет. То есть у нас природные радиоактивные изотопы присутствуют здесь. И это вообще, я считаю, уникальным тоже моментом, потому что мы с вами погрузились в историю Земли, в прошлое. Сейчас я вам немножко расскажу про эти изотопы. Специально подготовил небольшой материал. Вот торий-232 изотоп, который практически по массе является стопроцентным. То есть в 100% случаев он присутствует в различных минералах, в различных горных породах. Очень распространенный природный изотоп. Образовался тоже очень-очень давно. Вот, к примеру, период его полураспада, то есть, допустим, есть у нас 100%. Вот чтобы стало от этой суммы 50, должно пройти 14 миллиардов лет. Уран-238 тоже очень распространенный в природе изотоп, очень большой период полураспада, и еще уран является основателем одного из самых длинных изотопных рядов, так вот, радиоактивных семейств, вот так надо правильнее сказать, радиоактивных семейств. То есть, распадаясь, изотоп образует другие нестабильные изотопы, которые тоже распадаются. И вот эта цепочка очень длительная, и это используется для определения возраста, пород, каких-либо вещей, организмов, которые очень-очень давно жили на Земле. В общем, так вот возраст примерно доисторических животных определяют, зная период полураспада, на каком этапе образуются какие нуклиды, можно примерно определять вот возраст различных ископаемых и горных пород. Калий-40, он присутствует в калийных горных породах. Вот у нас, допустим, в Соликамске есть калийный комбинат, который добывает калийную соль. И за счет этого, именно за счет вот присутствия калия-40, она имеет повышенный радиоактивный фон. Так что вот. И самое-то интересное, что я хотел сказать. Калий образовался еще до того, как появилась наша Земля. Представляете? То есть вот такие у нас встретились удивительные, я бы сказал, природные изотопы. Но как они появились в шлаке? Ведь никто не добывал уран, ни торий, ни калий здесь. Они за счет своего присутствия в недрах добывались с рудой, возможно, с флюсом, но я более склонен к тому, что все-таки руда привнесла основной вот, приток этих изотопов. Переплавка чугуна происходила, выделка железа, так скажем, да, на металлургическом заводе. И это же непрерывный процесс был. Непрерывный процесс, очень большое количество руды туда поступало. И как бы вот эти изотопы, они аккумулировались в шлаке.
и потом уже со шлаком были выведены и использованы для строительства, для подсыпки полотна железной дороги между поселком Пашия и станцией Пашия. На этом наше сегодняшнее видео заканчивается. До новых встреч. Пока-пока.